привет, это Born to Van, это Женя. А это Саша. И сегодня мы решили снять обзор на наш бусик. Мы построили его в начале года, это заняло у нас целых 3 месяца, мы очень устали, поэтому все лето отдыхали и, наконец, сейчас, в сентябре, готовы вам показать его. Ну что, поехали? Это Ford Transit 2011 года, изначально это цельнометаллический грузовой фургон, 115 лошадиных сил с пробегом 180 тысяч. Почему мы остановились именно на нем? Хотя мы выбирали разные марки, но мы не были приверженцами какой-то определенной, и мы выбирали по состоянию, по пробегу и по цене. Когда мы приехали его смотреть, он был жутко грязный, на нем была куча косяков по кузову, они в принципе сейчас остаются. На нем не работала вибаста, на нем не работал кондиционер, и за это все нам сделали очень хорошую скидку. В принципе, возвращаясь домой, мы поняли, что именно его мы и заберем. Буквально через пару дней мы уже возвращались на нем в город. Давайте я немножко расскажу, что у нас в кабине находится. Мы ее, в принципе, не трогали, за исключением нескольких моментов. Что касается кабины автобуса. Как один чувак в интернете сказал, это комплектация McDonald's Edition. Рассказываю. Огромный карман на водительской двери, подстаканник, отверстие для больших бутылок, 2 подстаканника посередине, подстаканник у пассажира и такое же отверстие для большой бутылки с пассажирской стороны. Бардачок раз, бардачок 2. В обоих есть USB кабели, от которых можно зарядить телефон и подключить флешку, чтобы пассажиры смотрели что-то в дороге. Магнитола, которую мы поставили, и поворотное сиденье. Почему только одно поворотное сиденье? У нас было 2 захода на покупку поворотных сидений. Мы хотели сделать и пассажирское, и водительское, но так как у нас под пассажирским, точнее под водительским, находится 2 аккумулятора, и когда ты ставишь водительское поворотное, у тебя ноги упираются в руль. Да, можно было что-то поработать со сваркой, с металлом, еще с чем-то. Не умею, не хочу, поэтому мы поставили только пассажирское поворотное сиденье. Вот такое. Ну а я расскажу, что же мы сделали внутри. В первую очередь мы избавились от грузовой перегородки. Это было очень важно. Мы хотели именно использовать пространство все уже в движении. По покрытию напольному в кабине мы пока ничего не сделали в этом году. Надеюсь, вернемся в следующем. Изменили, конечно же, покрытие самой жилой зоны. Это ПВХ плитки. Это что-то вроде линолеума, только оно как ламинат кусочками, и вы выкладываете тоже его, не знаю, в шахматном порядке, в каком-то, который вам удобен. Выбрали его, потому что он достаточно износостойкий, как нам говорили. Вот. Но по итогу использования могу сказать, что нет, он тоже царапается. Ну, в целом, наверное, не хуже точно ламината, но в любом случае он очень мягкий и легко укладывается. То есть я потратила, наверное, часа 2 на укладку всего пола. Дальше пойдем с вами по кругу. Итак, по кухне. Кухня выполнена из мебельного щита. Толщина его 18 миллиметров. То есть он достаточно тяжелый, но все-таки я его выбрала вместо фанеры. Не знаю почему, просто это мое решение. Полностью выполнена моими лично руками. Рассчитана. Соответственно, я хотела точно блок с ящиками и какие-то открывающиеся отделения. Также кухня состоит у нас, естественно, из плиты. Плита на газу, газовый баллон расположен в этой части, так же как сливной бак. Пока это канистра просто из-под какого-то масла, потому что она единственная подошла нам по параметрам. Будем искать другой, потому что здесь достаточно большое расстояние, еще можно использовать. И сама кухня не открывается, потому что бак уже чуть-чуть наполнился. Это как небольшая индикация. По ящикам. Верхний такой без структуры. Здесь что-то вилки, ложки, тарелки, чашки. Просто как все вмещается. Не хочу лоток, он займет сразу все пространство. Поэтому у нас, в принципе, всего 3. Не хочу тоже много вилок, ложек, чтобы лишний раз скопить посуду. Пусть будет 3. Надо, помоем. В следующем ящике у меня различные крупы. Здесь кофе, чай. Специально купила контейнеры, которые подходят именно под эту высоту. Я ошиблась. Поэтому что-то выше, что-то ниже. Ну, в общем, здесь крупа. В следующем ящике у меня также еще большие контейнеры. Здесь есть сахар. Там, ну, какие-то то, что побольше объемом нужно. Еще тоже какие-то крупы, макароны, которые я не вложила почему-то, не знаю.
И в последнем это посуда. У меня всего одна кастрюля, одна сковородка со съемной ручкой обязательно. Одна крышка, вот надо крышку еще до сковородки докупить. Здесь доска и какие-то вот тут бутылки, там винишко, пиво иногда складываем. В следующем блоке, кстати, здесь стоит сказать еще о заглушках. Заглушки обязательны, даже если вам кажется, что ваши доводчики просто супер, и они будут все держать. Нет, ни один доводчик не будет держать в движении. Мы сначала купили, они были только на двустороннем скотче. Все это, естественно, потеряло, особенно в жару, свою, ну, как бы способность держать. И вот уже сделали на прям шайбы с шурупами, чтобы намертво ничего никуда не девалось, потому что эти открывающиеся ящики, они, конечно, утомляют. Не знаю, насколько хватит, все равно пластмасса может снашиваться. Здесь такой прям большой блок, он очень реально большой. Я постаралась, тут какие-то контейнеры. У меня картошка, лук. Есть еще такой же контейнер, там запас какого-то моющего средства, тряпок. Есть контейнер со всяким хозяйственным, но сложно пользоваться, нужно еще раз продумать хранение. Там это щетки, паста, дезодоранты какие-то, что-то для мытья. Здесь есть также еще у нас походная плитка с запасным газом тоже, если вдруг газ кончится. Кстати, газ на 12 литров. Также у кухни есть верхний блок. Здесь печенье, что-то к чаю, каша, запасные там соль, масло у меня стоят, макароны, как-то то, что не влезло вниз. По раковине. Вообще изначально хотели раковину сделать из такой большой миски, просто металлической, но я очень долго думала о том, насколько это будет удобно, и все-таки не оставляла надежды найти классическую раковину, но размер нашей кухни всего 45 сантиметров, и ну ни в какую я не могла ее найти, когда мы вдруг в один момент случайно зашли в магазин, увидели ее и сразу купили. Это просто раковина, единственное, что в ней не очень хорошо, это то, что она с переливом. И вот мы его тут так заклеили, потому что, ну, перелив все равно запах дает, и надо просто что-то придумать здесь красивое. Здесь у нас хорошая затычка, которая с прокладкой, она закрывает запах, и он остается внутри. Вместо крана мы сделали интересное решение. Кран мы установили в саму столешницу, а сюда установили в Leroy Merlin купленный специальный дозатор для жидкого мыла. То есть там прям вот фейри внутри нажимаешь, он выливается, никаких отдельно стоящих баночек, и очень удобно. Как в начале лета я залила, так, в общем-то, там еще до сих пор есть средства, она достаточно большая. Кстати, про кран. Купила специально гибкий, удобно очень в рамках ограниченного пространства. Не рекомендую экономить, этот обошелся за 4000 рублей. Если возьмете дешевле, скорее всего, он очень быстро потечет, и хорошего из этого ничего не будет. По холодильнику. Это обычный компрессорный холодильник на 220 вольт. Почему решили установить такой? Но у нас был уже кемпер, и есть опыт того, что холодильник на 12 вольт это неэффективно, это долго, это затратно. И мы заморочились и сделали такую систему электричества, чтобы мы могли пользоваться холодильником от 220. За 10 минут он набирает свою рабочую температуру. Если вы будете ставить на 12 вольт, наверное, часа 3 он будет разгоняться, особенно где-то в автономке от газа. И в итоге даст вам, наверное, ну плюс 8. Это морозилка, это вообще как бы не слышали. Прямо напротив кухни у нас расположен туалет. Точнее, это не совсем туалет, это душ-туалет. Здесь есть непосредственно душ с лейкой и биотуалет. Индивидуальное освещение, своя вытяжка, вентиляция. И внизу установлен поддон. Основной задачей поддона является удержание самого туалета в движении. То есть не то, чтобы мы хотели стоять на поддоне, когда моемся, вот. Именно удержать. Справляется на отлично. Туалет сам обычный, это Тедфорд Campo Potty, который побольше объемом, не знаю точное название. Собственно, куплен в Leroy Merlin, как мне кажется, всеми абсолютно, покупается всегда. И как же осуществляется водоснабжение кухни и душа? У нас под кроватью расположен самосасывающий насос. Он сам понимает, когда вы открываете кран и когда закрываете. И больше вам ничего не надо, никаких датчиков, просто бак, насос, кран. Все, очень удобно. Интересная часть — это, в общем-то, блок управления всем домом.
расположен здесь у кровати, чтобы было удобно прямо лежа что-то сделать. Значит, что здесь есть? Это выходное отверстие дизельного отопителя, то есть отсюда выходит все тепло, прогревает через пол, уходит туда подальше от нас, когда мы лежим, потому что, в принципе, он очень съедает кислород и тяжеловато дышать, когда он работает, но прогревает, конечно, отлично. Дальше это блок управления 12-вольтовыми приборами. Здесь у нас идет освещение, это общее освещение. Есть освещение отдельно в туалете, 2 вентиляции. Это вентилятор вот здесь в потолке и один в туалете. И одна кнопочка — это управление розеткой под столом. Тоже можно включать-выключать. Далее, эта же панелька показывает, какая зарядка, какой вольтаж сейчас у нашего аккумулятора. Здесь есть зарядка для прикуривателя, зарядка-прикуриватель и блок на 2 USB выхода на 2,1 ампера. Далее здесь это блок управления дизельным утопителем. Не знаю, удобное место или нет. С одной стороны, да, можно включить, но с другой стороны, если ребенок подбегает, все время нажимает, ты тоже как-то опираешься. Иногда включаем, когда не хотим, случайно. Также здесь есть вентиляция небольшая. Она предназначена для того, чтобы дизельный отопитель засасывал воздух не только из-под кровати, но и из салона. Мы боялись, когда устанавливали, что вдруг там будет достаточно закрытое пространство и воздуха ему будет не хватать. Сделали специально, то есть он расположен вот здесь, вот так вот, и как раз забирает воздух в этом блоке. Это розетка 220 вольт, 2 штуки. Она работает только от инвертора. Саша потом расскажет, как это осуществляется более подробно. То есть это не от стационарного какого-то подключения ВЭНа к розетке. Это именно инверсия от нашего аккумулятора. Собственно, здесь все. Поехали дальше. Итак, что у нас здесь? В первую очередь по отделке. Нам очень хотелось именно такой интерьер. Мы его задумывали с самого начала. Но так случилось, что автобус мы купили синего цвета. Но мы не отказались от своей идеи, поэтому покрасили здесь все в беленький цвет. Отделка, вагонка, обычная, деревянная. Очень тоже нам хотелось именно ее. По кровати. Она построена на обычном каркасе, деревянном, с листом фанеры 12 мм сверху. Они съемные, мы специально поставили их на мебельные такие винты, чтобы можно было легко много раз снять, поставить обратно. Размер кровати вышел у нас 130 на 172. В целом для нашего роста это нормально. Кровать для нашего сына Всеволода, она опирается на 2 бруса по 2 сторонам. И третья точка крепления — это вот этот вот канат. Он закреплен на специальной платформе, которая непосредственно уже сама платформа прикреплена к металлической направляющей самого кузова. Он у нас не тяжелый, сейчас 13 килограмм. Такая конструкция отлично его выдерживает, но, конечно, в дальнейшем нам придется придумывать что-то еще. И такая морская тематика поддерживает историю с ручками на кухне в виде канатов. Ему очень нравится, он прекрасно спит, там ему сейчас 3 года. Что касается люка, он, кстати, с тонировкой, может работать на выдув, на вдув, открывается механически. Также здесь у нас расположена батарея. Мы ее буквально недавно установили. Это плинтусный обогреватель. Чем он нас захватил? Всего 250 ватт его мощность. И, в принципе, мы можем одну ночь прожить на нем дополнительно к дизельному отопителю от нашего аккумулятора. Потому что, как я уже сказала, сложновато дышать от одного дизельного отопителя, поэтому мы хотим немножко поддерживаться ночью именно таким обогревателем. Над кабиной водителя у нас очень большая полка, где мы храним всю одежду. Мелкую сортируем по 3 коробкам, большая лежит отдельно рядом. В соседнем рундуке мы храним все, что не является одеждой или едой. Еда хранится, соответственно, в кухонном ящике, одежда в соседнем. Здесь лекарства, свечки, гирлянды, фототехника, целая коробка севиных игрушек и еще всякие мелочи, которые даже не всегда влезают полноценно.
Ну и то, что касается интерьера, на этом все. Более подробно о технической части, стоимости постройки мы расскажем вам в следующем видео. Ну а вы, чтобы не пропустить, обязательно подписывайтесь.